Представители знака зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что вам по судьбе в сентябре? Давайте узнаем. У нас сегодня 3 колоды. Колода цыганского пасьянса с маленькими картами и рандомным значением. Колода карт Таро добра, которую прорисовала Колет Барон Рид. Мне очень нравится эта художница и великолепный психолог. Все значения подаются с позиции позитивной психологии. И новая колода, она еще не участвовала. Это вот первая серия видео. Называется «Оракул шамана». 3 автора участвовали при создании колоды, в том числе Колет Барон Рид. И это оракульные карты, это как, предсказания, именно наши где-то ощущения. И мы у этих карт спросим совет. При этом, конечно, мы останемся реалистами, мои дорогие. Я надеюсь, вы согласитесь, жизнь не бывает полностью предсказуема. И ни один ни расклад, ни один прогноз по картам не передаст все то, что вы чувствуете, или то, что происходит вокруг вас. Но карты нам могут помочь где-то так, как репетиция, если мы ее воспринимаем, что к нам могут приходить возможности совсем не тем путем, какой мы ждем, планируем. И если вы вот как киноленту своей жизни открутите назад, но много ли вам вещей удалось сделать вот с какой-то точной пунктуальностью, как мы говорим, тютелька в тютельку, таким образом, как вот вы это планировали? Скорее всего, основная часть наших каких-то совершений, когда нам приходится как раз корректировать планы, или обстановка, или ситуация, или какие-то задержки с документами, или еще какие-то составляющие, которые на нас влияют, и мы это вынуждены учитывать. Поэтому, надеюсь, наш прогноз вам будет чем-то полезен. Первая колода карт. Я раскрываю значение, смотрю, и вы, пожалуйста, со мной тоже смотрите, если я что-то пропустила. Напишите, мы обсудим. Итак, что же вам по судьбе в сентябре? Больше, конечно, этот цыганский пасьянс передает действия, события. У вас выпадает подкова. Это символ семейного счастья. Это может ознаменовать, когда ваши отношения, предположим, переходят на новый уровень. Вместо дружбы вы уже решаете жить вместе, под одной крышей, совместно хозяйство вести. И в связи с этим можете обустраивать свой дом, делать свое жилье более комфортным. Или у кого-то просто отношения, вот ваши, может быть, радость вашей семье. Или, мои дорогие, для тех, кто один или одна, карта конкретно недвусмысленно говорит: удели внимание своей личной жизни. Поэтому, может быть, выйти из какого-то сольного варианта, а так всерьез задуматься. Мы наиболее счастливы, когда есть человек рядом с нами, который способен за нас порадоваться и который может понять нас в те минуты, когда нам сложновато. Ну ладно, идем дальше. Здесь ничего не совпало. Цепь и сердечная тяжесть. Это та тяжесть, которую не переложишь на какую-то реальность. Это нет какой-то основы материальной. Но назовите это как предчувствие. Или когда мы начинаем устраивать себе глубокую философию по поводу того, что произошло. Или какого-то негатива себе, пессимизма элементарного добавляем и думаем: не, ничего не получится, все пойдет как-то не так. Мы сами себе, по сути дела, мешаем. Поэтому, мои дорогие, не мешайте себе. У вас семейное счастье, у вас подкова. Поэтому в любом случае, ведь это символ благополучия, у вас что-то тут благополучно решается. И я должна сказать, сентябрь месяц для вас очень приятный как раз-таки месяц. И приглашаю вас, как и на свой сайт, прочитать планетарный гороскоп, так и посмотреть. У меня есть еще другое видео, именно по событиям на пороге сентября. Я оставлю ссылки в описании под видео. Кому это интересно, можете перейти и посмотреть, выбрать, что почитать, что посмотреть. Вот точно, вот эти цепи, они ни туда, ни сюда. Они у вас, у кого-то могут быть, потому что вы что-то ждете. И у кого-то это банально может проиграться состояние одиночества, правда. А у кого-то это может быть связано с какими-то совершенно другими причинами. К примеру, вы ждете получения документов,
Или какой-то вопрос у вас 150-й раз по какой-то причине откладывается. Не от ваших каких-то намерений это зависит, а вот обстоятельства или ситуация такая. И вы начинаете в чем-то сомневаться. То есть вот это где-то сомнение или сердечная тяжесть от того, что затянулось какое-то ожидание. Может быть, вы уже и думаете, ах, какой-то вопрос не получится, а у вас как раз что-то получится, потому что как раз вот в этом квадрате, посмотрите, как и эта самая тяжесть, ожидание, ангел. Поэтому, повторюсь, для тех, кто один или одна, заканчивайте свой сольный вариант. По крайней мере, пусть это будет дружба какая-то. Если вы не обдумываете вопрос именно проживания вместе с кем-то. Но дружеские отношения – это основа всего. Ангел – это как поддержка. Это те люди, которые искренне к нам относятся, нас искренне любят, на которых мы можем положиться. И это здорово. И посмотрите, нам выпадает конверт. Иногда, когда это конверт, это, безусловно, документы, какие-то согласования. И планетарно в течение осеннего периода, сентябрь это у нас как только первый месяц, а что-то у нас будет продолжаться с заходом на 2025 год. Поэтому, да, ожидание подписания важных бумаг или получения важного письма, какой-то важной информации. Иногда эта карта может еще говорить о каких-то финансовых, очень важных и более глобальных согласованиях. Или иногда может говорить про сами деньги, которые где-то задерживаются в пути. Вот переложите на себя. Но сама по себе карта, с учетом, что вам выпадает ангел, как раз есть возможность, все постепенно станет на места. И даже если стоит ли горевать по той ситуации, которую вот вы прямо быстро не можете изменить или уложить в те временные рамки, как вам бы этого хотелось. К сожалению, правда, у нас так часто бывает, что мы вынуждены ожидать. И любое ожидание не всегда приятно. Хочется быстрее с чем-то разобраться. Но я в очередной раз повторюсь, что совершенно какие-то безосновательные у вас сомнения. И если этот период, когда связан именно с вынужденной какой-то остановкой или приостановкой, или, повторюсь, и в очередной раз ожиданием, нам просто карты раскрывают. Сначала у нас был квадрат, а теперь у нас продолжается значение вниз. И если выпадает карта ангела или значение ангела, а ниже за ангелом у нас еще идет и якорь. Поэтому какой-то вопрос точно, как будто уже там на небесах прописано, у вас что-то получится очень хорошо осуществить. Вы чем-то, мои дорогие, останетесь довольны. Но, может быть, на какой-то период сентября могут быть засадные задержки, какие-то проволочки, какие-то паузы необъяснимые. И не переживайте по этому поводу. Здесь все решится в свое время. Идем дальше. И у кого-то вот эти как раз документы, мы говорим о письме, или пусть это будут важные соглашения, контракты, самые разные. И когда выпадает значение книга, это высокие инстанции. Поэтому что-то у вас как согласование, может быть, более официальное, тоже, мои дорогие, получится. И, возможно, для вас это какой-то очень важный пункт. Но если нам выпадает как будто и ангел, и нам выпадает якорь, то нам говорят, что у тебя все получится. Какой бы сложности, чтобы подытожить, я хочу сказать, какой бы сложности не было дела, как бы вы ни сомневались, у вас все равно что-то наверняка получится осуществить. И даже если это идет с какими-то нюансами или с, ну, может быть, коррекцией ваших планов, как и по времени, так и, может быть, я вполне могу допустить, как придется какие-то вносить дополнительные, к примеру, сведения или подключать каких-то других людей. Кстати, вот этот ангел, который вам выпал, может для кого-то означать, что приходит человек на помощь. Или, если необходимо, нужный человек будет найден. То есть, или какая бы ни была для вас проблема, вы ее все равно решите. Давайте мы перейдем к колоде добра. И мы с вами узнаем. Первую карту я задам с
таким вопросом. В чем ваша сила? В чем ваша сильная позиция? Семерка воды. По сути дела, это тоже ожидание, можно где-то так сказать, что вы как раз в состоянии спокойствия, надеюсь, это видно. Положу пониже. Вы в состоянии спокойствия или с душевным каким-то равновесием воспринимаете те ситуации, на которые вы не влияете. По этой карте, да, возможно, придется, правда, и про ожидания нам где-то тоже карта говорит, но может быть такое дело, которое наспех не сделаешь, а если наспех, то тогда, ну, какой-то результат кривой получается. Поэтому с этой карты еще у нас проходит такое значение, как фантазии, конечно, поэтому слушайте свою интуицию. Но начинание как будто, когда или мы что-то хотим осуществить, даже в самом начале, нужно себе строить такой план и относиться к самому менее жестко. Вот как раз об этом говорит колода, быть более добрее к самому себе. Потому что нам еще предстоит только обходить какие-то правила, проявлять гибкость, уметь со всеми договариваться. И вот в этом, мои дорогие, ваша сила. Как победа приходит к тем, кто умеет ждать, так и где-то, может быть, некоторые вопросы вам придется подкорректировать. Я могу сказать, импульс какой-то или ускорение точно не решит ваши какие-то вопросы. А вот спокойствие душевное раз. И желание, готовность вносить какие-то коррективы в те ситуации, которые вас, ну, где-то вынуждают идти именно по развитию событий. Это будет ваша сильная позиция. Давайте мы достанем еще одну карту. Событие, которое изменит вашу жизнь. Вот что в сентябре такого будет? Ух ты! 21-й старший аркан. Прекрасно. Вообще, это карта исполнения желаний. О том, что нет ничего невозможного. 21-й, последний. Это итоговая карта. Но карта, безусловно, мира, спокойствия в нашей душе. И поэтому карта нам говорит, пересмотри какой-то ракурс видения своих возможностей или тех событий, которые происходят вокруг тебя. По этой карте, в этой именно колоде, колет Барон Рид, состояние наше, когда уходит страх, когда уходит тревога. Состояние, когда мы готовы пересмотреть где-то свои взгляды, что-либо скорректировать. В конечном итоге, к чему мы стремимся? Чтобы нашу жизнь более гармонизировать. Для вас сентябрь месяц обещает быть очень, как и продуктивным, так и сам по себе душевно приятным. Давайте спросим, событие, которое заставляет измениться вас самих. Верховная жрица, карта интуиции. И опять же, карта где-то спокойствия. Нам не говорят о том, что мы тут куда-то с места в карьер мчимся. По этой карте Верховная Жрица – это та, которая все знает, та, которая может, ну, где-то мудро подойти к решению разных совершенно вопросов. Та, которая может разгадывать тайны, кстати, и вы можете узнать какую-то информацию, которая отчасти, ну, для вас, может быть, поможет решить тот или иной вопрос. И если мы говорим по Верховной Жрице, как событие изменяет вас, это старший аркан, это как переоценка себя самого, это карта независимости, это карта независимости суждений. Но не тогда, когда мы что-то доказываем, а когда мы сохраняем больше самих себя. Вот у вас энергии на сохранение. Может быть, и каких-то отношений, мои дорогие. И может быть, вы по отношениям тоже что-то. Вот как будто узнаете и в свою пользу как-то обустраиваете тот иной или иной вопрос. Или когда мы можем лучше понять нашего партнера, кстати. Потому что у вас есть такая в сентябре возможность совершить глубокие разговоры. Может быть, и ваш партнер будет больше на это настроен. Давайте мы карту совет на колоде оракула шамана. Какой же совет даст вам эта колода? Колода новая. И свидетель.
Вы знаете, какие-то вопросы, которые нам виделись совершенно в одном каком-то ключе, ракурсе до этого времени, здесь могут для нас открыться с какой-то новой стороны. И, кстати, аркан свидетель. Здесь совершенно не такие, как и трактовки, так и не такие значения по нумерологии, как в картах Таро в этой колоде. Поэтому, правда, вы что-то можете узнать. Может быть, для кого-то из вас, кстати, с учетом вот нашего пасьянса цыганского, я не исключаю, может быть, есть какие-то вопросы в судах даже у кого-то. И вот этот доброжелатель, который выпал, как будто найдется свидетель, может быть, буквально где-то карта советует вам, если даже мы не про какие-то судебные разбирательства говорим, ну, может быть, какое-то дело. Тут ведь может быть и банально. У кого-то касается авто или, ну, какой-то данности, которая сложилась, и вам нужно какой-то факт подтверждать. То тогда доброжелатель как будто найдется. Может быть, это еще и тот пункт, когда вам кто-то приходит на помощь из тех людей, на которых вы можете положиться. Есть у вас союзник, самое главное, посыл карт. И, может быть, вы думали прежде, что вы какой-то вопрос решите сами, а в каком-то пункте сентября, мы ведь смотрим, что вам по судьбе, происходит то, что вы словно отступаете в сторону, потому что какое-то дело у вас либо в задержке, либо вы не знаете, как поступить. И на ваших глазах какая-то ситуация может решиться сама по себе. Вот мы как будто сложили оружие, или мы никому ничего не доказываем, и тем не менее, нам словно высшие силы приходят на помощь. Если же мы о конкретном совете этой карты, то она нам говорит, оставь любое желание все контролировать. И, в принципе, остальные карты нам уже сказали, что может что-то развиваться по своему сценарию, и вы не очень на него, возможно, влияете. И, может быть, есть и конкретный какой-то вопрос, куда вам следует не проявлять какие-то острые эмоции. Оставайтесь спокойным и невозмутимым. Об этом нам говорит карта. И мир вернется к вам. Покой, гармония сама по себе. Вот, чтобы подытожить, скажу, какую-то ситуацию педалировать точно не следует, ничего не добьемся. Или ускорять что-то не следует, мои дорогие. Ну, наверное, если был для кого-то конфликт, тогда обернуть ваших недругов, ну, как минимум, либо в нейтральную позицию, то есть сделать своими друзьями. Не должно быть для вас в сентябре. Это основная тема какого-то резкого противостояния. Вот берегите себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.